Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и сейчас мы пойдем топить Huawei Puro 70. Так, ну и с его степенью защиты от влаги IP68 топить его можно капитально, долго, упорно и не задумываться о последствиях. Почему? Потому что, то, что вот я сейчас буду делать, это ему вообще никакая не проблема. Насколько хорошо он справляется, вы увидите, разумеется, сейчас в ролике. Не думаю, что у них будут какие-то траблы с утоплением. Ага, все-таки среагировал экран. И ролик посмотрите по возможности до конца, и я расскажу вам, почему вот этот супер красивый смартфон перед приобретением нужно подумать раз 500. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня, мне кажется, у меня получится это сделать. Я купил Huawei P Puro 70, также купил, кстати, Puro 70 Ultra, и скорее всего еще потом куплю прошку после того, как выгружу на эти дела обзоры. Чем хороши эти смарты? Ну, в первую очередь, хайпом. Такой маркетинговой компании с тратой таких безумных средств, чтобы возить всех везде, утаивать что-то и каким-то образом преподносить не было нигде. Я думаю, что вы и без меня уже из всех утюгов знаете, что это как iPhone. Что это очень удобный смартфон с точки зрения эргономики. Я думаю, что вы, как и я, прекрасно знаете, что здесь есть беспроводная зарядка, защита от влаги, проверку которой вы сейчас вначале видели. Супер плотное стекло, помимо этого гарантия, про которую лучше не говорить, а лучше почитать форумы, как она осуществляется. И не зря я улыбаюсь. Не очень хорошо, опять же, по моим наблюдениям. Если говорить про какие-то другие его качества, здесь у нас 90% исключительно китайского, а 10% не китайского. Другой вопрос, что без этих 10% он бы и не работал, но мы об этом говорить не будем. Просто супер волшебная оптимизация, по мнению не знаю кого. Но самое важное, что для нас? То, что яркость экрана и правда 1000 люксов, это очень круто. Снимает он довольно неплохо, но не за эти деньги, но просто неплохо. Я его специально сравнил со смартфоном iPhone 13 Pro Max, который я ушатывал несколько лет, и вы увидите разницу. Технически это атовизм. Но про это я расскажу вам в конце. Моя миссия всегда рассказать полностью про устройство, показать, чем оно отличается, допустим, по видео от другого устройства, рассказать результаты тестов. Я его уже прогонял в онлайне на пользу стримы. Я не буду вам говорить, что здесь 12-й Android. Я не буду здесь вам сейчас с самого начала говорить про то, что ценник на него, мягко скажем, не особо правильный. А почему такое название ролика, я расскажу вам в конце. В целом, если вы морально готовы узнать правду, я обычно такими словами не раскидываюсь, и за 2000 роликов, по-моему, такое не говорил, но здесь уж совсем дичь про него рассказывали, то смотрим. Распаковка. Поставляется Puro 70 в упаковке из плотного картона в стандартном стиле для Huawei. Упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем сам смартфон, кабель Type-C, блок питания на 66 Вт, краткое руководство пользователя и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. При том, что, как вы понимаете, в отличие от Puro 70 Pro, здесь eSIM нету. Почему? Надо у Huawei спросить. Вес смартфона 208 граммов, а габариты 158 на 75 на 8 миллиметров. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны, постоянны. Это один смартфон. Раз в месяц я разыгрываю Poco X6 Pro. Условия довольно просты. Вы подписываетесь на канал с колоколом, оставляете любой комментарий больше 5 слов, осмысленный под любым из роликов. И либо в комментарии, либо в описании своего канала указывайте свое имя в Телеграме. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, и вы автоматически становитесь в розыгрыше. Приходить на стримы розыгрыша не обязательно. Если вы победите, рандомайзер вас выберет, я вам лично напишу. Плюс еще разыгрывается Poco F6 Pro. Условия по нему в стриме презентации Poco. Переходим к обзору. Поставляется данный девайс в черной, белой и ядовитой розовой расцветке. А также, по всей видимости, есть еще голубая расцветка. Разумеется, вот этот вот цвет фуксия или непонятно что пиарят как вот он модный в этом сезоне, кому-то он нравится. Так он в этом сезоне модный, а что в следующем вы побежите новый телефон брать с другим цветом? Довольно странно. Если не брать во внимание блок камер, то смартфон очень похож на последние флагманские модели других знаменитых компаний. Не буду упоминать Яблоко, притом он даже в руке также лежит. Я прям удивлен, молодцы. При этом плюс за интересно оформленный блок камер. Он действительно выглядит необычно. Тыльная часть смартфона выполнена из стекла, а рамки из металла. Сборка в целом хорошая. Плюс смартфон имеет официальную защиту по стандарту IP68,
P68. В начале ролика вы видели, как я смартфон топил, одновременно с видеосъемкой с ним все хорошо. Да, бывает такое и в отзывах тоже, что Huawei тонут, и потом проблемы с гарантией, хотя вроде бы они присутствуют, можете почитать форумы. Но, скажем так, у меня такого не было, у меня было много Huawei, ни разу они у меня не тонули. Вероятность невысокая. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 3.1 Gen 1, что очень даже удобно, но необходимо покупать дополнительный кабель с поддержкой этой функции. Стоковый кабель вам не подойдет. Далее есть микрофоны и динамики, а вот мини-джека на 3,5 мм и инфракрасника не завезли, к сожалению. Звучание стерео качественное, объемное. Сразу минус за то, что в настройках нет предустановленных эквалайзеров, нет кастомного эквалайзера, и учитывая стоимость, это странно, так как по мне можно было бы хотя бы сделать несколько предустановок под разные сценарии использования или адаптивный режим. То же самое можно сказать про вибромотор. Он здесь обычный, еще и настроить силу вибрации и сенсорный отклик возможности нет. Если закрыть глаза, будет предположение, что у меня тот же Nord N30 SE 5G, который стоит десятку. Но мы не будем о грустном, потому что это же Huawei, они знают, что они делают. Тем более это да, это их бюджетная модель получается в линейке. Смартфон оснащен OLED LTPO экраном на 6,6 дюйма с разрешением 2760 на 1256 пикселей, защитой Kunlun Glass 2 и частотой обновления экрана максимум до 120 Гц с адаптивной технологией от 1 до 120 Гц. Только единственное, нигде я, кроме 60 и 120, не видел герцовку в 1 Гц. Может, кто-то видел, напишите, потому что по мне, то, как он себя ведет, LTPO у него точно нет. Но разбирать я его не собираюсь. Я видел 60 Гц, я видел 120 Гц. Матрица экрана абсолютно плоская, рамки минимальные, вырез под фронтальную камеру не громадный, да и в целом с фронта смартфон выглядит очень даже аккуратно. Плотность пикселей 460 ppi, цветовая гамма DCI-P3 и соотношение сторон 19,8 к 9. По яркости заявлено 2500 нит, по моим замерам экран выдает на 100% 1000 люксов, что очень хороший результат. С включенной автоматической регулировкой яркости при измерении прибором ТК он выдает максимум 900 люксов. Автоматическая регулировка яркости работает корректно, частота дискретизации касания до 300 Гц, при этом экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Always on Display на борту, шим затемнения 1440 Гц, шим при измерении прибором Radix не поднимается выше 20%, если же измерять прибором ТК, то значение поднимается до 40%, что тоже не является волшебным результатом, но все как у всех. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев под экраном, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев, мягко сказать, работает не очень корректно, но хорошо, что один и тот же отпечаток пальца завести несколько раз нельзя, максимум можно завести 5 разных отпечатков пальцев. Распознавание лица срабатывает суперски, в целом хорошо, и даже если держать смартфон под углом. Внести биометрические данные можно двух лиц, либо одного лица и добавить данные в другом образе, к примеру, в очках или в маске. Летим дальше. Процессор здесь установлен High Silicon Kirin 9000S1 с техпроцессом 7 нанометров и 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,49 ГГц, и многие очень сильно хорошо его пиарят. Это почти Snapdragon 3 восьмерки. Забываю упомянуть, в каком году его выпустили. Ну ладно. Графический процессор Malion 910, а нейронный процессор DaVinci. Оперативная память LPDDR5 на 12 ГБ, внутренняя память UFS 3.1 на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. И в этот момент, когда ты слышишь UFS 3.1, у тебя сразу в голове, ну это же даже $250 дорого за такое, правда? Интерфейс EMUI 14.2 на базе Android 12 версии. Да, вы не ослышались, если вы открываете HW Info или AIDO, он показывает 12 версию. Когда придет и придет ли обновление, это вопрос. То есть смартфон создан на старой операционке с их новой оболочкой. Кто хоть чуть-чуть примерно понимает, как все работает в смартфоне, поймут, что это не есть хорошо. Русский язык на борту, полноценных Google сервисов нет, приложения от Google могут работать через microG, без эмуляторов. В моем телеграм-канале есть инструкция по установке всего необходимого. У кого-то все включается двумя тапами, но то, что касается линейки P70 серии, не касается линейки P60 серии. Android Auto работает, а вот Google Auto не работает. При этом Яндекс Навигатор и 2 GIS нет возможности завести. Может быть, у вас уже есть. 5G в RU версии нет. Поддержка Wi-Fi 6
серии. И вот так. Но 4G бенды поддерживаются все. Из датчиков на борту сканер отпечатков пальцев, датчик гравитации, датчик распознавания жестов, датчик холла, гироскоп, компас, датчик освещенности, датчик приближения, лазерный датчик и датчик цветовой температуры. Датчик приближения работает корректно, Bluetooth версии 5.2, NFC-модуль в наличии, поддерживается режим чтения и записи, режим эмуляции карт, а также оплата с помощью SIM-карты, но только через слот SIM1 или HCE. GPS-точность 4 метра, с использованием GPS 2 диапазона от GPS, хотя я где-то читал, что и нету от GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS и Navic. Далее, емкость аккумулятора 4900 мАч, в PC-марке устройство выдало 9 часов 30 минут, но за счет сброса яркости, а в Work Performance 10114 баллов. Смарт поддерживает быструю зарядку до 66 Вт, беспроводную зарядку до 50 Вт и реверсивную на 7,5 Вт. От 0 до 27% он заряжается у меня за 15 минут, а от 0 до 50% за 26 минут. И смотрите, он у меня зарядился до 100% за 57 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi у меня уходит, внимание, 8% заряда, притом иногда 6, а иногда даже 9. За 1 час игры уходит барабанная дробь 40% заряда. При том, что яркость смартфон сбрасывает на 27-й минуте при игре в PUBG New State и периодически показывает 60 FPS, пока ты не тапаешь по экрану, а остальное время 90. После 28-й минуты он перегревается и показывает вам яркость 380 люксов. Помимо этого он безумно греется и безумно сбрасывает FPS ниже 60. В Genshin Impact история еще веселее. На 8-й минуте игры в 60 Гц, даже до этого он подлагивает, но на 60 Гц после 8-й минуты игры у вас сбрасывается яркость до 380 люксов, и он начинает пожирать батарею просто семимильными шагами. Я могу предположить, что у кого-то и 50% в час он будет поедать. Вот и все. Из самых популярных комментариев на YouTube, что я видел под роликами, притом разной направленности, какого лешего смартфон столько ест. Вот такая вот у них оптимизация 5-летнего процессора. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими результатами. 249 гипсов минимально, максимально 329 гипсов и в среднем 269 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. И про тест планировщика я хочу отметить, что я мог бы устроить тапалку, это когда ты тапаешь по экрану постоянно, и тогда у тебя будет результат лучше. У Huawei такая история, что ему необходимо, чтобы постоянно выкасались экраны, и тогда он будет показывать в этом тесте нормальные результаты. Вот то, что вы видите, это результаты без тапания, периодическим тапанием по экрану я занимался, но сидеть час тапать по экрану, чтобы показать у него лучший результат, я не хотел. В целом, цифры ожидаемые, учитывая технологию процессора. В Geekbench в сингл-коре 1186, в мультикоре 3512, GPU OpenCL Score 2530, 3D Mark показал Wildlife Extreme 1039, Wildlife Stress Test 3921, Slingshot Extreme 6129 и Slingshot 8206. Очень непривычно, правда? Вантуту выдал результат в 739 тысяч попугаев, потратив 6% заряда на тест. И здесь, к слову, на прожарке он у меня 3 раза проходил Антуту, и все 3 раза он показывал хорошие результаты. Это делая раз. А делая 2, он не сбрасывал яркость в Антуту, кстати. Практически. При всех 3 прогонах, хотя и грелся. Storage тест показал 89 тысяч, что неплохо для этого типа памяти и для смартфонов стоимостью $180. Далее, основной сенсор на 50 мегапикселей OmniVision OV50 с переменной диафрагмой от 1,4 до f4.0. Оптической стабилизацией, фокусным расстоянием 24,5 мм, лазерной автофокусировкой и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Да, никаких 8К и 4К 120 FPS здесь, конечно же, нет. Сверхширокоугольный сенсор на 13 мегапикселей с апертурой 2.2, цифровой стабилизацией и фокусным расстоянием в 13 мм. Последний сенсор — это телефотосенсор на 12 мегапикселей с апертурой 3.4, оптической стабилизацией и фокусным расстоянием 125 мм. Смартфон имеет также LED-вспышку, 5-кратный оптический зум, фронтальный сенсор на 13 мегапикселей с апертурой 2.4, цифровой стабилизацией, максимальным разрешением для съемки видео 4К 60 FPS. Короткие примеры, как и сравнение, вы сейчас увидите. Ну что, iPhone 13 Pro Max против Huawei Pure 70. По стоимости 13 Pro Max дешевле, процессор, разумеется, старше, камера, разумеется, мной ушатана за 3 года по полной, ну то есть вы представляете, что с линзами, учитывая, что я на него снимал 2 года. Вот, но в то же время смысл сравнивать есть. К слову, в 4К 60 FPS съемка довольно неплохая на оба смарта. Конечно же,
Huawei просто люто. А что это с ним? Вот про что я говорю, понимаете? Когда я говорю про яблоки, я говорю не про какие-то вещи из разряда суперсъемки, а про стабильность. Вот это мне понадобилось у Huawei вырезать. И фронталочки. 4К 60 FPS по стабу хуже у яблока я сейчас вижу. Но качество съемки, я не знаю, что вам больше нравится. Так, это 4К 60 FPS, ветрено безумно, но вы зато сможете оценить, насколько хорошо они отрабатывают в режиме ветра. Те же микрофоны, насколько у нас все с картинкой плавно или не очень. И кто как с водой отрабатывает. Ну вот волн, а это же не знаю. Ну точно Huawei контраст покручивает. Сейчас он прям бледный, смотрите. А так странно, почему? Они бледные, как на айфоне. Опять же, это на камерах. Вот здесь одинаково, видите, издали. И дерево темнее, чем вот. Хотя, даже не знаю, надо на большом экране смотреть. Сейчас я точно не скажу. Вы единственное можете посмотреть морем, ветром и движением отрабатывает, что один, что второй смарт. Динамический диапазон у фронталки, у яблок это как, да? Хопа-хопа, а вначале не поймал. Видите? То есть все-таки движется вперед. Съемка не у яблок. С 15 Pro Max честно не буду сравнивать, потому что стоимость абсолютно разная. Здесь с Huawei молодцы. Шире. Один. Хотя если ближе, да, ближе тоже, видите, Huawei отрабатывает лучше. Но не во всех сценариях. Вот здесь, допустим, а здесь, видите, Huawei просто нарисовал очень много облаков, но куски облаков не увидел. А если так, все равно не видит. А их и нет, кстати. Их чуть-чуть видно. То есть они все играются как-то капитально. Ага, Huawei дичь. От угла. Либо, как говорят, яблоко обучается, да? 4К 60 FPS, съемка с двух рук, iPhone против Huawei P70 Pure. iPhone 13 Pro Max, то есть старенькая штучка на основном модуле. И давайте X3 и X3 на Pure. Так, окей. X3 здесь максимум. Здесь максимум можно X15 делать, видите? Да. Ничего ж не такой зум, если на штативе еще. Прям очень ничегошный. Но ультраширики сравнивать особо смысла нет, потому что на Pure 70 только 30 FPS, а на яблоке 60 FPS. Ну и вы видите просто космическую разницу, какие-то суперфризы. Опять же, это не удивительно, учитывая 4К 60 FPS или 30. 4К 60 FPS с фронталкой, вот так вы сможете снимать себя на эти два устройства. У яблока много шумов, у Пуры позади все пластилиновое, как вы видите. Так что, кому что больше нравится, еще и искажения такие на 0.8. Ну давайте X1. Хотя, опять же, если брать лицо, по мне однозначно выигрывает. А работа со светом, вот посмотрите. Как говорят, меня достали лучи, но меня и достали вот такие блямбы. И 4К 60 FPS, конь. Вот так вы сможете снимать коня и молельную комнату на основные модули. Сейчас я не хочу делать никаких заключений, потому что в последнее время, особенно на OnePlus Nord 30 NE, Nord 30N,
Nord 30 N3, Nord N30 SE. Была история, что я рассказывал, как он ужасно снимает, потом посмотрел уже после рендеринга на YouTube, не шутя, вообще абсолютно адекватная съемка. Вот здесь та же самая история. Единственное, что я вижу, что я вот уже местами снимаю. Вот они одинаково плохо со светом отрабатывают. То есть сказать, что я вот ужасно отрабатываю, вот здесь, допустим, если брать освещение, то отрабатывает лучше, разумеется, Huawei. Я аж боюсь сглазить. Вот здесь непонятно кто. Наверное, Huawei. И уравняю шансы 4К 30 FPS на обоих смартфонах. Вот так вот вы сможете снимать ночью на ультраширик, потому что на ультраширик великий ужасный Huawei может снимать только 4К 30 FPS. Раз. Вот так 4К 60 FPS вы сможете снимать с этих двух смартфонов. И вот этот вот фиолетовый, который вы видите, очень сильно выкручен на Huawei. Опа. Так вы сможете снимать 4К 60 FPS. 4К 60 FPS, фронталка X1. И вот так вы сможете себя снимать на эти два модуля. — 4К 60 FPS, два основных модуля, iPhone 13 Pro Max. Он, видите, сколько шумов с одной стороны ловит и зайчиков, с другой стороны нет. Контраст выкручивает Huawei неплохо. Опять же, здесь кому что нравится. Вот, допустим, видите зелень на яблоке? Она есть. А у Huawei ее практически нет. И вот так. И 4К 30 FPS на опять же этих двух смартфонах. Тоже решать вам, кому лучше. 4К 30 FPS на фронталке, чтобы попробовать так. 4К 60 FPS на фронталке. Итак, мы тоже попробуем. 4К 60 FPS, еда. И я даже не знаю, у кого здесь цвета натуральные. Не знаю. Просто не... вот здесь цвет как на Honor. А здесь цвет как на Xiaomi, на iPhone, кстати. Вот у этого цвета как на iPhone сейчас. Можете снимать меньше. Пура здесь ушатывает по полной программе ночью яблоко 100%. Но опять же это по фото. Напоминаю, по видео я так не считаю. И вот хотя моментами, вот смотрим, как, допустим, Huawei справился с этим светом и яблоко. Есть моменты, где яблоко выигрывает. И единственное, что мне нравится, это то, что Huawei рисует картинку так, как будто вы в компьютерной игре. Черт с ним, с шумами, еще с чем-то. Яблоко берет и делает вот это вот унылое чудо, которое я видел. А вы можете наблюдать на своем Huawei нарисованное все. Листва двигалась, яблоко не смогло ничего сделать. Я Huawei уверен, что вот это вот дело он придумал. А если говорить про фотографии ночью, вот опять же, мы можем захейтить яблоко. Ну что это с деталями? Но это тот цвет, тот контраст, который я видел. Да, еще и зайчика яблоко поймало. Здесь он просто выкрутил контраст Huawei и все. И, как говорится, живи с этим. При том, что зелень он не вытягивал. То есть в целом и та, и другая фотография, по мне, это вот мольберт и попытка сделать фото 3-летней давности, хотя у яблока никогда это не было супер-мега крутой фишкой. Дальше. Вот здесь у нас фронталка. И по фронталке Huawei сделал все
хорошо в этой фото. То есть я не вижу здесь каких-то недостатков. Да, ну, разумеется, там с волосами какая-то беда, еще что-то. Но в целом он однозначно справился лучше. И по большому счету, по всем фотографиям, как бы я ни натягивал сову на глобус, Huawei выигрывает. Выигрывает, да, рисует, да, еще что-то. Ну и что? Но объективно его фото намного потребнее, чем яблочное. Но не для социальных сетей. Вот единственное, что я хочу добавить. Еще добавлю, что фронталка для записи кружков на iPhone нормально, на Huawei печально. Можете посмотреть мою личную телегу, я специально записывал это дело. Кратко, скачивайте исходники обязательно. Если Huawei ушатан был яблоком по мне по видео, то по фото они оба молодцы. Вот смотрите, это фронталка у яблока, это фронталка у Huawei. Дальше что-то анализировать вообще смысла нет, потому что и та, и другая фотография непотребная. Если брать ночное фото с эквивалентом в 135 миллиметров, это у нас с телевичком, разумеется, посмотрите на это, яблоко ушатано в нули просто. И здание и сооружение, эквивалент здесь у нас 83 миллиметров, тоже, по идее, Huawei должен ушатывать, но мы смотрим детали на здании и как-то не ушатывает, это раз. А два, магия зелени. Huawei ушатывает в зелени по полной, потому что у яблока ближе к какому... Хотя, видите, тут тоже месиво. Только начинаю хвалить Huawei, происходит какая-то лабутень. В общем, и тот, и другой смартфон я не считаю прям супер крутым камерафоном, потому что по фотографии, ну, здесь не паритет. Я считаю, что Huawei все-таки выигрывает. Но не всегда. 1080p 60 FPS. Выглядит клево. Нереально вообще клево. 4К 60 FPS. Кстати, вон мотоциклы. Ламба. Или нет? А, это Маклара. 4К 60 FPS. ได้หมดเลยนะคะ Это крики. ขอพี่ๆนะคะหรือว่าตัวแทนนะคะกี่ท่านก็ได้มาเต้นกับน้องๆด้านหน้ากี่คนนะคะ ได้โดนใจที่สุด ใครที่เต้นได้โดนใจคณะกรรมการที่สุดนะคะก็คือพี่ๆ3 คนเรา3 คนก็คือมัดมือชกกันเลยค่ะ 4К 60 FPS, креветки. ที่คอยถามมันว่าครบยังบอกว่าจะซ้ายขวาตรงนี้ И 5,5. Режим профи, 4К 60 FPS. Съемка с двух рук. И вот так сможете снимать. На фронталку в 1000-й раз хочу отметить 4К 60 FPS, Puro 70, что все эти смартфоны, которые созданы в Китае, созданы для китайцев. В Китае очень жарко. Посмотрите карту. Не беспокойтесь, что я юзаю их там же. Видите, я в рубашке, не потный. Все тут хорошо. Ветерок, облака. Смартфон не устал. Успел видео снять по фейерверку X5, X10, 5.5, X2, X1. Вот так сможете снимать фейерверки в 4К 60 FPS. X5.5, X2, X1. В общем, в X1 надо. Хотя хотелось бы в X5. Но в X5 шумы, конечно, лютые. Ну ладно, хотя бы так. В X1 нормально. Это 4К 30 FPS. Тот же фейерверк, X2, ультраширик. Его не включаем, X1, 5.5, X2. И не говорите, что мне хаосом я занимаюсь. Я пытаюсь понять, на чем лучше будет снимать. Наверное, на X1 в 4К 30 FPS. Пусть даже много шумов, но съемка интересная получается. Хорошо поймал. Вот так сможете снимать фейерверк. X5.5. А насчет того, как работает ультраширик, основа, телевик, все печально. Я имею в виду переключение до X15, зато быстро. 4К 30 FPS, основа, точнее ультраширик, основа. Вот чтобы я не говорил, играться с его камерой прям интересно. Наверное, в первую очередь из-за перехайпа, потому что какого-то особого качества я не вижу от этой съемки. Но
Технически, да, он лежит как iPhone в руке, поэтому его интересно тестировать. Вот. Ну что, основной модуль 4К 60 FPS, съемка с одной руки, спуск. И вот так вы сможете снимать плавненько, съезжая с горки. Разумеется, так делать не стоит, каждый обзор говорю. Разумеется, вот такие все кульбиты вряд ли вы будете делать, но кто-то снимает с руки, кто-то снимает в движении. Не скажу, что это хорошо, но вопросов много. Я с велосипеда снимаю, я из машины могу подснять, еще где-то. Ну, во всяком случае, вы теперь примерно представляете, какая у вас будет картинка в самом, наверное, популярном формате. Потому что в 8К вы не сможете снимать на этот смартфон, в 4К 120 FPS тоже не сможете. Но вот в 4К 60 FPS сможете. На вопрос, что сможет в 4К 120 много уже. Что? Но мы не будем о грустном, правда? О всяких Samsung'ах ужасных. И это специально для этих, кто любит живность. 5.5, X2 и X1 для вегетарианцев. Все из сои. Все из сои. Huawei Pure 70, съемка с одной руки, кофе, X2, 5.5. 5.5, мне кажется, я не буду использовать. X1. Кстати, только сейчас заметил, как много шумов на этом великолепном баке. Да и вообще шумов много. Посмотрите на, собственно, зеленый цвет. Здесь не идеальное освещение, но света из окна, по идее, должно хватать. Как говорится, как смотреть. Плюс, в принципе, основной объект, главное, в фокусе. Ну и кофе. Все пошло. Но старт не успел нажать. Получается, ролик из 5 частей состоит. Вот так плавно вы сможете снимать как... Ну, по большому счету, особой разницы между Huawei P60 и P60 Pro, как они снимают, на данный момент на экране смартфона я не вижу. И тот снимал хорошо, и этот, и у того свои недостатки были и у этого по видео. Увидите в сравнении с iPhone 13 Pro Max, как была проблема, я считаю, по автофокусу у Huawei, так она осталась. В принципе, а за счет чего бы они ее решили? За счет алгоритмов, может быть, а железо-то то же самое осталось. То есть, учитывая, что тоже железо, где тебе взять мощности для обработки лучшие? Опять же, вы можете не согласиться. Но это ваше право. Я на P20 Pro и P40 Pro, не знаю, роликов 800 снял. Обзоров. Использую их как камеру. Здесь я вижу то же самое. Объем хороший, все остальное, но работа со светом, вот посмотрите. Шумы. С фокусом все хорошо, потому что держать научился. Ну и объект не движется практически. То есть по своей оси только. По факту все то же самое. Хотя опять же, это я не говорю, что съемка плохая. Съемка как раз отличная. Просто те же недостатки с рваной, допустим, FPS иногда они остались. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Победили. Ага. Но это из-за дыма дело. Из-за пара. Сейчас что такое было? Такое ощущение, что было тоже проседание по FPS. Очень странные дела.
Минусы я озвучу после цены, когда буду резюмировать. Рекомендованный. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В телеграм-канале скидок из интересного в прошлую распродажу был Poco X6 Pro по 19 500. Ну а все остальное вы можете сами примерно спрогнозировать, потому что все-таки идет война за покупателей и демпинг цен. Так, резюмировать я хочу максимально долго и мучительно. Почему? Потому что для меня это целая история. Я повторяюсь, что я приобретаю эти аппараты. Для меня история покупки, история потом продажи. И продажу, разумеется, рассказываю уже, как осуществлялось в моей личной телеге. Что-то я себе оставляю, что-то нет. Это я оставлять себе, разумеется, не буду. Чтобы вы понимали мое отношение к бренду Huawei, Honor и остальным, я хотя их ругаю, вот Honor 200 и 200 Pro. По рекламе их мне писали. Опять там требования какие-то заоблачные, я не буду их озвучивать, это не ваша история, но смысл в том, что мне проще купить и рассказать вам. Я купил спойлер Honor 200 Pro за 31 тысячу. На стриме показывал как, его гонять буду, но это в 2 раза круче устройство, чем вот это. По поводу этого устройства, откуда у меня столько негатива? Первое и самое главное — это лутобоксы. Что такое лутобоксы? Они, получается, если вы откроете официальный сайт Huawei, а это прям official, продают эти устройства. Всего суммарно у них 600 штук различного типа устройств идут в подарок. И вы понимаете, вот этот мыльный пузырь про рекламу от всех. И всего 600 штук они через официальный сайт с этих лутобоксов пытаются продать. Но главное не то, что они пытаются продать 600 штук, и это мало, а то, что это в принципе лутобоксы. Назовите мне хоть один нормальный бренд, кто занимался такой дичью. Купи смартфон, и может быть ты выиграешь наушники, а может выиграешь часы. И вот такие телефоны, которые а-ля выиграли по-любому продавцы, я и купил на Авито. Этот я купил за полтинник, хотя уже есть по 45 на Авито. Ультру я купил за 92, притом через неделю после старта продаж. Какой еще смарт за неделю терял, получается, 30 с лишним процентов стоимости, я не знаю. А почему? Потому что вот такой вот гладиолус. Когда мне говорят по поводу железа, про лутобоксы это одна сторона медали. Вторая по поводу железа. Вы помните Mi 11 на 3 восьмерках, которые по 15 тысяч на Алишках продавали? Там мощнее процессор, чем здесь. Ну, то есть 15 тысяч и 70 тысяч, даже 50 тысяч. И кто-то из вас закупился. И я вам прямо скажу, что вы молодец. Я не про Huawei. Так вот, если говорить системно, вот этот смартфон на Android 12 это очень старое устройство уже. Что за дичь, друзья, когда у вас на 7-й линейке вы можете Play Market? Вот у меня установлен Play Market. Сейчас я... Ага, конечно, датчик отпечатка пальца сразу у меня не сработал. Но это уже другая история, у кого-то он работает, разумеется, идеально. Так вот, у меня есть Play Market, Google Play. Google Play прямо на смарте. Почему на Huawei P60 Pro это сделать нельзя? А сейчас я вам спойлерну. То есть все эти ограничения, это не ограничения Гугла в сторону Huawei, как я понимаю, а это ограничения у Huawei в сторону Гугла. Вы платите за то, что они бодаются, понимаете? Вы купите 7-ю линейку, а когда выйдет 8-я, у вас не отрубят ли также Google сервисы? У кого-то на 6-й линейке сейчас YouTube не запускается. И ты читаешь вот этот просто форум 700 страниц по поводу сервисов людям, которые они не нужны. Аля, Huawei, скажите мне спасибо. Я сделал минутную инструкцию, как установить PUBG New State. В течение 6 суток я спрашивал у подписчиков, а что я делаю не так? Хотя я знал, что я делаю не так. И только Илюха, распаковка 2 паковка, миллионник, писал мне установить через APK файл. То есть я покупаю устройство за 70 тысяч рублей, так же, как в устройствах из Китая за 15. Что это значит? Это значит безопасность. Третий момент. Уникальность и зачем нужен вообще смартфон. Смотрите, для чего я использую яблоки? Чисто как кошельки. Face ID. Если вы не знаете, что это такое, если вы не снимаете, как и я, ролики, в топку их. Почему? Потому что есть другие устройства намного дешевле. Если говорить про Huawei, у них просто суперски великолепные аксессуары. Идеальные, великолепные. Я обожаю их аксессуары. Наушники, часы, планшеты даже без гуглов в топку. Все равно суперские. Супер дешевые ноутбуки на Алишке. Но там адекватное железо. Как говорят, знаете, вы покупаете iPhone, он стоит $500, а его железо стоит 250. Так вот, это железо стоит столько же, сколько стоит Xiaomi 11, 15 тысяч рублей. Точнее, ничего для китайцев, потому что это старое железо. Это все очень-очень старое. Другой вопрос, вы скажете, ну вот Huawei наращивает обороты. Оно сидит на дотациях государства. Я сейчас занимаюсь, конечно, может быть, не совсем правильным делом, развенчивая вот эти все мифы, но
реально люди, которые покупают эти устройства, не понимают, что я их фанат. Я ходил с Huawei P20 Pro. Сейчас я снимаю на iPhone, и до этого P20 Pro был. После этого Huawei P40 Pro. Я люблю Huawei, но они продают то же самое, просто за свежие деньги. И даже 50 тысяч рублей, которые я за него отдал, ну, мягко говоря, он не стоит. Если вы почитаете отзывы, не смотрите мой ролик, посмотрите, вот там 550 роликов рекламных, потому что им как-то надо продавать. Они купили всех, то есть если вы видите в телевизоре людей с Huawei, это не значит, что это самое безопасное устройство, это значит, что у них есть контракт, чтобы они стояли вот так вам и рассказывали. Я не знаю, до какой степени нужно быть наивными, чтобы предполагать, что человек пошел и купил это устройство, и вот так вот в кадре им вертит специально, и на YouTube тоже. Нет, это контракты. И я об этом прекрасно, как и вы, знаю. По поводу безопасности. Какая в топку безопасность без Face ID? За что их вообще заблокировали Huawei? Вы помните? За что на них санкции ввели? Почитайте. И момент того, что их не заблокируют, ну вот почитайте, есть несколько хороших статей по поводу того, какие первые смартфоны будут блокироваться за территорией Китая при необходимости вообще. Поверьте мне, вот это, как только нагнут, а их уже несколько раз нагибали, они сделают все, что надо, чтобы вот эти 10% у них появилось того, чего не родного в смартфонах. Им все равно их надо выпускать на 1,5 миллиарда человек в Китае хотя бы. А если их этого лишат, они выпускать не смогут. Следующий блок вопросов – это читайте комментарии под даже рекламными роликами и смотрите основная претензия. Основная претензия знаете какая? Вы будете смеяться. Я могу говорить вам, он по камере слил, он там нет 4К 120 FPS, нет 8К 30 FPS. Вы говорите, все это лабутень. Автономность. 40% в час пожирания в PUBG New State говорит о том, что это просто дно. Ну, то есть он будет жрать у вас батарею во всех сценариях использования семимильными шагами. К чему я хочу все это дело привести? Мне смартфон понравился, но он мне понравился в 2021 году. То есть это суперский флагман 2021 года. Он не лучший там, он не лучший, честно, но он хороший. В 2020 году он почти лучший, если бы эта линейка вышла в 2020. Но сейчас 2024 год. И когда мне говорят, эти мощности не имеют значения, ну давайте откровенно. Сейчас нам запихивают ИИ везде, и он работает. Все эти переводы, вот это вот все, оно работает. Что делает Huawei? Ничего. Здесь есть eSIM? Нету. Здесь есть поддержка 5G? Нету. Оно вам не надо? Ну отлично. Здесь есть какой-то запас по мощности, какие-то фишки, чего ни у кого нет. Что отличает Huawei, кроме рекламы? Да, у них очень близкие связи с блогингом в России. Они могут всех собрать, увести, напоить, накормить, сделать дружеские лица и потом впаривать через них вам эти устройства. Но брендов на рынке море. И любой тапик, Poco F6, Samsung A55, еще что-то, я возьму в руки, и он ушатает вот это устройство по полной программе. Из-за каких-то как раз основных моментов, таких как автономность, GPS, кстати. Это самый большой развод, какой я видел, наверное, вообще в техноблогинге за 7 лет. Продавать старое железо на старом программном обеспечении на Android 12 версии с просто безумной скоростью пожирания заряда, ничем не отличающимися камерами, по цене флагмана OnePlus 12. И вот это вот чудо природы, но это стёб. Всем, кто, еще раз, является фанатами Huawei, я вас понимаю, я такой же фанат, но я считаю, что у них самая недобросовестная реклама, с которой я сталкивался за весь период моего техноблогинга. Большей дезинформации, лжи и нагревалова, а уж последний гвоздь в крышку, это лутабоксы, я еще не видел ни у кого. И это очерняет бренд как таковой. Вы заметьте, что у меня недавно был FreeLace 2 Pro. Я пошел и купил их на официальном сайте. Наушники. Вообще все, что я от Huawei покупаю, я покупаю и рассказываю. У них классное устройство. Это классное устройство 2020 года. По поводу программного обеспечения, я повторяюсь, как вначале говорил, здесь даже вибро не кастомизируется. Здесь нет встроенного эквалайзера. Вы вообще ничего не можете с ним сделать. И это первый бренд, который начал блокировать загрузчик. Это для тех, кто разбирается. Насчет продаж в Китае, я думаю, вы догадываетесь, что кто-то, несколько миллионов человек, госслужащих, должен там пойти и купить это устройство. Нет?
Точно? Вполне возможно, я не прав. Поэтому подписываемся на канал с колоколом, пишите, в чем я не прав. Может быть, 40% пожирания батареи это нормально. Может быть, уровень камер, как у смартфонов за $250, это нормально. С удовольствием с вами подискутирую по этому вопросу. Подписывайтесь на телеграм-канал «Скидок взаимопомощи», мой личный телеграм-канал. Подписывайтесь на мою личную телегу, чтобы вы понимали, я сделал очень много фотографий на него. Я сделал видео сравнение, которое вы увидели. Я проводил стрим на него. Я еще и обзор одним кадром сделаю. И на Ультру, и на 70 Pro. Но мне обидно. Потому что из такого бренда, вместо того, чтобы дропнуть цены и продавать по выгодным ценам, запоминаем, Honor 200 Pro я купил за 31 тысячу. Посмотрим, почем они будут продавать в России. Притом я это не в Китае купил за 31 тысячу рублей. Вот в чем прикол. То есть до какой степени они к нашему рынку относятся из разряда «они за эти деньги купят, куда они денутся». Нет. Девайсу в отрыве от стоимости от меня, да, если рассматривать стоимость, ну это какая-то дичь. Добра и удачи вам, дорогие друзья.